Друзья, всем привет, на связи. Сами знаете кто, вы сами знаете где. И я прошу вас, сами знаете что. Палец вверх, подписка и обратная связь в комментариях. Конец января, снега навалило просто колоссальное количество. Как видите, завтра, наверное, весь растает. Певчее поле, Киев, вечер. Постараюсь записать видео, пока еще не потемнело. И небольшое видео на тему стиля езды. И знаете, когда я только встал на колесо, я услышал какую-то фразу, какое-то слово пенсы. Думаю, пенсы, что за пенсы? В итоге оказалось, что? В итоге оказалось, это сокращенно от пенсионеров. И это стиль езды тех людей, которые не любят скорость. Очень удивительно, но когда у меня был велосипед, я его продал после где-то года езды на моноколесе, даже, может быть, чуть меньше, я на велосипеде ездил довольно-таки неспешно. То есть у меня велосипед был действительно для такого поездить, покататься, подышать воздухом, посмотреть людей, посмотреть достопримечательности. Ну, то есть скорость не сильно отличалась там от средней скорости быстро идущего человека. То есть не было такого вкатывания, раскрутки педалей, чтобы быстрее доехать из точки А в точку Б. Пересев на колесо, если так можно сказать, я с точностью да наоборот, то есть все изменилось на 180 градусов. Если на велосипеде у меня была возможность ездить быстро, но я ездил медленно, то на колесе у меня наоборот есть возможность ездить медленно, но я езжу быстро. Если взять среднюю скорость, допустим, там средней какой-то моей поездки, да, там кружок сделать вечером там или выходной день по району, то средняя скорость, ну, у меня, наверное, 30 плюс. Ну, мне почему-то не нравится ездить медленно. То есть если это какой-то забитый тротуар, то я выпрусь на проезжую часть и буду там ехать там 40 плюс. Я не контролирую скорость никакими там датчиками, то есть уже как-то, знаете, по ощущениям понимаю, с какой скоростью я еду. Если писки уже идут, то, ну, понятно, что КС-18L 50 км в час уже вы выжимаете. Тем более зима, тем более быстро разряжаемые, ну как быстро, сколько там, 70% сейчас осталось на холоде. Лучше не наваливать, если не хотите потом ходить там в зеленке и в бинтах. Ну или надевайте защиту. Итак, пенсионеры. Остановите на 2 секунды это видео и напишите в комментах, а как вы ездите, то есть вот как вы любите погонять или наоборот прогулочным темпом 4 км в час на колесе по парку, где-то походить по проезжей части там, или по тротуарам, за городом, по буреломам или все-таки по асфальту. То есть вот ваш стиль езды, как вы любите понаваливать или все-таки медленно. Еще один факт, который я заметил, что мне интересно ездить быстро самому. То есть, когда я, допустим, сам контролирую маршрут, сам контролирую скорость, сам контролирую, допустим, свое поведение на дороге, то мне интереснее понаваливать. Если мы в покатухах в каких-то, то мне наоборот почему-то интереснее ездить не спеша, там, допустим, поснимать людей, поснимать покатуху, пообщаться с кем-то там. На самом деле есть такая фраза «тише едешь, дальше будешь», и я с ней полностью на все 100 согласен. Упасть на скорости там или перестать, не успеть отреагировать на какую-то внезапно появившуюся бровку, внезапно появившуюся лужу или автомобиль, который не пропустил вас, хотя вы двигались по главной дороге, а он выезжал, допустим, с придомовой территории, не успеть отреагировать на собаку, которая выскочила из кустов, или алкаша, который вывалился из двери киоска. На скорости там, до 10 км в час куда легче оттормозиться, отреагировать, объехать, среагировать, чем на скорости 40 км в час. Поэтому тише едешь, дальше будешь. Но в то же время думаю, что ни для вас, ни для кого не секрет, что скорость – это адреналин. И чем больше скорость, чем больше адреналина, тем больше тех эмоций, которые вы получаете. Кто-то любит кроссовые лыжи, да, потихонечку поехали по ровной поверхности, кто-то встал, и вот куда он видит, он туда и едет на скорости там 60 км в час, с горы, не контролируя вообще ни окружающую действительность. Сказать, что он не умеет кататься, нельзя, потому что он умеет кататься, его просто прет. Вот такой вот формат езды.
Что касается, в принципе, езды на моноколесе и его скоростных характеристик, во многих роликах я уже ранее говорил, что если у вас на спидометре автомобиля 200 км в час или 250, это не значит, что вы должны ехать 250 км в час. Это значит, что у вас есть запас. То же самое с колесом. Если у вас 50 км в час максимальная скорость колеса, это не значит, что вы должны постоянно наваливать и постоянно двигать 49. Это значит, что у вас есть запас. Это значит, что если вам нужно обогнать там какую-то маршрутку там, или троллейбус, или трактор, который едет 30 км в час по проезжей части в правой полосе, оно у вас есть этот запас, у вас есть эта скорость, у вас есть эта мощность. Я не агитирую всех и каждого гонять быстро, более того, я только за, чтобы любой мотоциклист, который, а их, наверное, таких 90%, которые летом 150 там, по городу, где ограничение 50 км в час, наваливает, есть мототрек, хочешь ехать 200, вперед и с песней. Я ни в коем случае не агитирую за большие скорости, но решил выразить вот такие вот мысли касательно стиля моего езды. Друзья, вот такой вот коротенький видеоролик у нас получился с вами. Буду рад услышать, повторюсь, ваши мысли по поводу стиля вашего езды. С кем вам больше, как вы больше катаете, какой стиль. Ну и до новых встреч в новых видосах. Всем пока.